итальянская философия. Это первая часть, всего их будет 3. Итак, итальянская философия – это философия, которая оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на западную философию в целом, начиная с греческого периода и римского периода и заканчивая эпохой гуманизма, также ренессансным гуманизмом или классическим гуманизмом, эпохой просвещения и современной философии. В Италии философия появилась благодаря Пифагору. Он был создателем религиозно-философской школы пифагорейцев. Крупнейшими философами греческого периода были Ксенофан Калафонский, Парменид, Зенон Элейский, Эмпедокл и Горгий. Крупнейшими философами римского периода были Цицерон, Лукреций, Сенека, Гай Музоний Руф, Плутарх, Эпиктет, Марк Аврелий Антонин, Климент Александрийский, Секст Эмпирик, Александр Афродизийский, Платин, Порфирий, Ямблих, Блаженный Августин, Иоанн Александрийский и Боэций. Итальянская средневековая философия была в основном христианской, включала таких философов и теологов, например, как Фома Аквинский, выдающийся классический сторонник естественной теологии, отец томизма, который вел аристотелевскую философию, аристотелизм, систему мышления, которая строится на принципах учения Аристотеля в христианство. К известным философам эпохи Возрождения относятся Джордано Бруно, один из крупнейших научных деятелей западного мира, Марсилио Фичино, один из самых влиятельных философов-гуманистов, и Никколо Макиавелли, один из основателей современной политической науки. Италия также подверглась влиянию эпохи Просвещения. Города, такие как Падуя, Болонья и Неаполь, оставались центрами науки и интеллекта с несколькими философами, такими как Джамбаттиста Вико, широко известный как основатель современной итальянской философии, и Антонио Дженовези. Чезаре Беккарио был выдающейся фигурой эпохи Просвещения и в настоящее время считается одним из отцов классической школы уголовного права, а также современной пенологии. В 1800-х годах в Италии также существовало известное философское движение, которое тесно было связано с идеализмом, сенсуализмом и эмпиризмом. Главными итальянскими философами-сенсуалистами были Мельхиор Джоя и Джованни Доменико Романьози. Критика сенсуализма исходила от различных философов, например, от Паскуале Галупи. Антонио Размини Сербати был основателем итальянского идеализма. В конце XIX и XX веках существовало также несколько направлений, которые приобрели некоторую популярность в Италии, такие как онтологизм. Главным философом, которого был Винченцо Джаберти, немного поясню сам термин. Онтологизм – это философская система, учение о начале, из чего все произошло, согласно которому достижение человеком знания возможно благодаря интуитивному познанию Бога и целостному вхождению познающего человека в существующее. Возвращаясь к направлениям, которые приобрели некоторую популярность в Италии: анархизм, коммунизм, социализм, футуризм, фашизм и христианская демократия. Джованни Джентили и Бенедетто Крочи были двумя наиболее значимыми философами-идеалистами XX века. Антонио Грамши остается актуальным философом в рамках марксистской и коммунистической теории, которому приписывают создание теории культурной гегемонии. Итальянские философы также оказали влияние на развитие философии либерального социализма, например, Карло Росселли, Норберто Боббио, Альдо Капитини. В 1960-х годах многие итальянские левые активисты приняли антиавторитарные левые теории в поддержку рабочего класса, которые впоследствии стали известны как автономизм и операизм. Итальянскому врачу и педагогу Марии Монтессори приписывают создание философии образования, носящей ее имя, философия образования, которая в настоящее время практикуется во всем мире. Джузеппе Пиано был одним из вдохновителей аналитической философии и современной философии математики. Современными философами, аналитиками являются Карло Пенко, Глорио Ориджи, Пьерано Гаравазо и Лучано Флориди. Философия была принесена в Италию Пифагором. Крупнейшими философами греческого периода были Ксенофан, Парменид, Зенон, Эмпедокл и Горгий.
Парменид считается основателем онтологии и метафизики и оказал влияние на всю историю западной философии. Философия Эмпидокла наиболее известна тем, что он создал космогоническую теорию четырех классических элементов. Горгий наряду с Протагором образует первое поколение софистов. Подобно другим софистам, он был странствующим и взимал плату за свои наставления и выступления. Особенностью его выступлений было задавать зрителям разные вопросы и давать импровизированные ответы. Древнеримская философия находилась под сильным влиянием древних греков и эллинистической философии. Однако уникальные изменения в мысли произошли и в римский период. Интерес к философии впервые пробудился в Риме в 155 году до нашей эры. Важную роль в этом сыграли скептик Корнеат, стоик Диоген Вавилонский и перипатетик Критолай. Как известно, Афины пришли в упадок как интеллектуальный центр мысли, в то время как в новых местах, таких как Александрия и Рим, проводились разнообразные философские дискуссии. Ведущие школы права римского периода, сабинианцы и прокульянцы, черпали свои этические взгляды из трудов стойков и эпикурейцев соответственно. Также именно в этот период зародилась общая традиция комментировать труды Аристотеля. Было несколько выдающихся римских философов, такие как Цицерон, Лукреций, Сенека, Плутарх, Эпиктет, Марк Аврелий, Климент Александрийский, Амоний Сакос, Платин, Порфирий, Ямлих, Прокл, Боэций и другие. Итальянская средневековая философия была в основном христианской и включала в себя нескольких важных философов и теологов, таких как, например, Ансельм Маосский или Кентерберийский. Он известен как создатель онтологического аргумента в пользу существования Бога и теории сатисфакции и искупления. Работы Ансельма считаются как философскими, так и теологическими, поскольку они пытаются представить христианские догматы веры, традиционно воспринимаемые как богооткровенная истина, как рациональную систему. Среди итальянских средневековых философов, оказавший наибольшее влияние, в общем, очень важным является Петр Ломбардский. Наиболее существенным вкладом Петра в средневековую мысль были сентенции. Они представляют собой систематическое исследование всего спектра вопросов, возникающих в рамках науки, которая теперь называется теология. Сентенции в настоящее время признаны сложной работой, которая умело и проницательно решает основные и второстепенные богословские вопросы. Самым выдающимся итальянским средневековым философом является Фома Аквинский, выдающийся сторонник естественной теологии и отец томизма. Фома Аквинский ввел аристотелевскую философию в христианство. Он верил, что нет противоречия между верой и светским разумом. Он верил, что Аристотель достиг вершины в человеческом стремлении к истине и таким образом принял философию Аристотеля в качестве основы для построения своего теологического и философского мировоззрения. Он утверждал, что Бог является источником как света естественного разума, так и света веры. Фому Аквинского описывали и описывают как самого влиятельного мыслителя средневекового периода и величайшего из средневековых философов-теологов. Его влияние на западную философию и мысль значительно, и большая часть современной философии основана на его идеях, особенно в области этики, естественного права, метафизики и политической теории. Католическая церковь почитает Фому Аквинского как святого и считает его образцовым учителем. Рядом с Фомой Аквинским стоит Бонавентура. Бонавентура отвергал многое из аристотелизма. Когда он проводил свои конференции, он осудил пагубное влияние Аристотеля на теологию и взялся разъяснять, в чем, по его мнению, заключается христианская
мудрость. Бонавентура описывал теологию скорее как мудрость, а не науку, и считал ее главной задачей для достижения духовного совершенства. Бонавентура считал, что есть только три метафизические проблемы: творение, индивидуация и воссоединение с Богом через озарение, иллюминация. Согласно учению Бонавентуры, у человека есть три ока: телесное, мысленное и созерцательное. Последнее вырабатывается самоуглублением в душу, самоуничижением, самоотречением и искренней молитвой. Как было 6 дней творения, так есть 6 степеней созерцания, за которыми следует высшее благо слияния с Богом. Привет! Я продолжаю говорить об итальянской философии. Это вторая часть. Эпоха Возрождения была по сути итальянским флорентийским движением, а также великим периодом развития искусства и философии. Среди отличительных элементов философии эпохи Возрождения это первое. Возрождение Ренессанс означает возрождение заново, классической цивилизации и учености. Частичное возвращение к авторитету Платона по отношению к Аристотелю, который стал доминировать в философии позднего Средневековья. И второе. Было замечено серьезное увлечение философами оккультизмом и герметизмом.
ренессансный гуманизм – европейское интеллектуальное движение, которое было важнейшим компонентом эпохи Возрождения, зародившейся во Флоренции во второй половине XIV века и охватившее большую часть Италии. Гуманистическое движение возникло в результате повторного открытия европейскими учеными латинских и греческих литературных текстов. Первоначально гуманистом был ученый или преподаватель латинской литературы. К середине XV века гуманизм описывал учебную программу, состоящую из грамматики, риторики, моральной философии, поэзии и истории, которые изучались с помощью латинских и греческих авторов. Гуманизм предложил необходимые интеллектуальные и филологические инструменты для первого критического анализа текстов. Триумф текстологической критики Лоренцо Валлы показал, что дар Константина под ложный дарственный акт был родни средневековой подделкой. Итальянские гуманисты эпохи Возрождения полагали, что свободное искусство, живопись, музыка, грамматика, риторика, ораторское искусство, история, поэзия, использование классических текстов и изучение всего вышеперечисленного должны практиковаться людьми всех уровней любого достатка. Они также одобряли самооценку, ценность человека и достоинство личности. Они верили, что все в жизни имеет определенную природу, но привилегия человека – иметь возможность выбирать свой собственный путь. Джованни Пико делла Мирандола написал следующее о сотворении Вселенной и месте человека в ней. Но когда работа была закончена, мастер продолжал мечтать о том, чтобы кто-нибудь задумался о замысле столь великого произведения, полюбил его красоту и поразился его необъятностью. Он, наконец, задумался о сотворении человека. Он посчитал человека существом неопределенной природы и, отведя ему место среди мира, обратился к нему так: «Адам, ни определенного места обитания, ни формы, которая принадлежит только тебе, ни какой-либо функции, присущей только тебе, мы не дали тебе для достижения цели, соответствующей твоему стремлению. И, соответственно, ты по своему усмотрению можешь сам выбирать. Природа всех других существ ограничена и сдерживается рамками закона. У тебя же есть возможность деградировать в низшие формы жизни, которые являются грубыми, но также у тебя есть власть по решению твоей души родиться в высших формах, которые являются божественными. Выбирай сам». На Италию также оказало влияние движение под названием неоплатонизм, которое привело к общему возрождению интереса к античности. Интерес к платонизму был особенно силен во Флоренции при такой политической династии, как Медичи. Во время заседаний Ферраро-Флорентийского собора во Флоренции, во время неудачных попыток исцелить раскол между православной и католической церквями, Козимо Медичи и его интеллектуальный круг познакомились с философом-неоплатоником Георгием Гемистом Плефоном, чьи рассуждения о Платоне и александрийских мистиках так очаровали итальянцев, что интеллектуальное общество Флоренции назвало его вторым Платоном. В 1459 году Иоанн Аргиропул читал лекции по греческому языку и литературе во Флоренции, и Марсилио Фичино стал его учеником. Когда Козимо решил заново основать Платоновскую академию во Флоренции, он выбрал во главе ее Фичино, который сделал классический перевод Платона с греческого на латынь. Он был опубликован в 1484 году, а также перевел собрание эллинистических греческих документов герметического корпуса и труды многих неоплатоников, например, Порфирия, Ямблиха, Платина и других. Следуя советам Гемиста Плефона, Фичино попытался синтезировать христианство и платонизм. Никколо ди Бернардо Макиавелли – итальянский философ и писатель, считающийся одним из самых влиятельных итальянских философов эпохи Возрождения и одним из главных основателей современной политической науки. Его самая известная работа является «Государь или князь». Вклад Макиавелли в историю политической мысли заключается в фундаментальном разрыве между политическим реализмом и политическим идеализмом. «Государь или князь» – самая известная книга Макиавелли. В ней он раскрывает и описывает искусство, с помощью которого правящий князь может сохранить контроль над своим королевством. Для Макиавелли можно быть безупречной общественной фигурой, в то же время совершать безнравственные поступки.
Следуя Макиавелли, князь политически определяет добродетель как любое качество, которое помогает ему эффективно управлять своим государством. Макиавелли осознавал иронию того, что свои поступки приводят к благим результатам. Гуманисты негативно относились к его философии, в том числе Эразм Роттердамский. Также его основным интеллектуальным вкладом в историю политической мысли является фундаментальный разрыв между политическим реализмом и политическим идеализмом. Таким образом, князь является руководством по приобретению и удержанию политической власти. В отличие от Платона и Аристотеля, классическое идеальное общество не является целью стремления правителя к власти. Как политолог, Макиавелли подчеркивает необходимость методичного применения грубой силы и обмана для сохранения статуса кво. В общем, некоторые пришли к выводу, что князь на самом деле всего лишь сатира. На сегодняшний день современное употребление слова «макиавеллист» – это прилагательное, описывающее человека, отличающегося хитростью, двуличием или недобросовестностью. «Князь» – это трактат, который в наибольшей степени ответственен за появление этого термина. По сегодняшний день макиавеллист остается популярным термином, используемым в повседневных политических контекстах, в то время как в психологии макиавеллизм обозначает тип личности. На Италию также оказало влияние просвещение, движение, которое стало следствием эпохи Возрождения и изменило направление итальянской философии. Последователи просвещения часто встречались для обсуждения в частных салонах и кофейнях, особенно в таких городах, как Милан, Рим и Венеция. Города с важными университетами, такие как Падуя, Болонья и Неаполь, также оставались великими центрами науки и интеллекта, где проживали несколько философов, таких как Джамбаттиста Вико и Антонио Дженовези. Джамбаттиста Вико критиковал распространение и развитие современного рационализма, находя картезианский анализ и другие виды редукционизма непрактичными для человеческой жизни, и он был апологетом классической античности, гуманитарных наук, эпохи Возрождения, а также первым автором основ социальных наук и семиотики. Он признан одной из первых фигур эпохи контрпросвещения в истории. Латинский афоризм «истина сама по себе является чем-то созданным» был предложен Вико. Его подход является ранним примером конструктивистской эпистемологии. Он положил начало современной области философии истории, и хотя термин «философия истории» отсутствует в его работах, Вико говорил об истории философии, изложенной философски. Итальянское общество также кардинально изменилось во времена Просвещения, когда такие правители, как Леопольд II, великий герцог Тосканы, отменили смертную казнь. Власть церкви была значительно ослаблена, и это был период великих размышлений и изобретений, когда такие ученые, как Алессандро Вольта и Луиджи Гальвани, открывали новые вещи и внесли значительный вклад в западную науку. Чезаре Беккарио был важной фигурой эпохи Просвещения. Беккарио известен своей работой о преступлениях и наказаниях. Трактат, ставший одним из самых ранних известных работ, осуждающих пытки и смертную казнь, и таким образом знаковой работой философии по борьбе со смертной казнью, которая позже была переведена на 22 языка.
Привет! Тема «Итальянская философия». Это третья и последняя часть. В 1800-х годах в Италии также существовало известное философское движение, включавшее такие направления, течения, как идеализм, сенсуализм и эмпиризм. Главными итальянскими философами-сенсуалистами были Мельхиор Джоя и Джованни Доменико Романьози. Антонио Рамини Сербати был основателем итальянского идеализма. Важно указать, что итальянский идеализм, родившийся из интереса к немецкому движению, в частности к доктрине Гегеля, развивался в Италии, отталкиваясь от спиритуализма, традиции Рисорджимента XIX века и достиг кульминации в первой половине XX века. Наиболее полное представление о философских взглядах Рамини Сербати можно найти в его системе философии, в которой он изложил концепцию, размышляя о положении современной философии от Лока до Гегеля и обращая свой взор на древнюю фундаментальную проблему происхождения, истинности и достоверности наших идей. Он писал: если мы хотим вернуть философии любовь и уважение, я думаю, что будет необходимо частично вернуться к учениям древних для того, чтобы использовать эти учения в интересах современных методов. Он изучил и проанализировал факты человеческого познания и получил следующие результаты. Первый. Идея бытия или экзистенции вообще входит во все наши приобретенные познания и предполагается ими. Второй. Идея бытия или экзистенции по существу объективна. Третий. Бытие и истина. Взаимозаменяемые понятия, в основе этого лежит чистая интуиция. Четвертый. Применяя это, человек интеллектуально воспринимает, во-первых, тело, индивидуально связанное с ним, во-вторых, в случае ощущений, возникающих в нем, причины этих ощущений, следовательно, истинную вещь, которая воздействует на него, и он таким образом постигает внешний мир. Это истинные примитивные суждения, содержащие существование конкретного существа субъекта и его сущность или вид. Пятый. Это размышление, отделяя сущность или вид от внешнего мира, получает полную конкретную идею, универсализацию, а затем из нее, оставляя в стороне некоторые ее элементы, абстрактную конкретную идею, абстракцию. Шестой. Что разум, достигнув этой стадии развития, может переходить ко вседальнейшим обобщениям, включая первые принципы рассуждения, принципы нескольких наук, сложные идеи, группы идей и так далее, без конца. Седьмой. Наконец, одна и та же самая универсальная идея бытия. Этот генератор и формальный элемент всех приобретенных познаний сама по себе не может быть приобретена, но должна быть врожденной в нас, заложенной Богом в нашу природу. Это Рамини Сербати провозгласил фундаментальным принципом всей философии и высшим критерием истины и достоверности. В XIX веке существовало также несколько других течений, которые приобрели определенную популярность в Италии, например, онтологизм. Главным итальянским представителем этого философского течения был Винченцо Джаберти, который был священником и метафизиком. Труды Джаберти более важны, чем его политическая карьера. В общей истории европейской философии они стоят особняком. Метод для него синтетически субъективный и психологический инструмент. Он реконструирует, как он сам заявляет, онтологию, начинает с идеальной формулы. Существо создает сущее из ничего. Бог – это единственное существо, все остальное – просто существование. Бог – это источник всего человеческого знания, которое едино и, так сказать, тождественно самому Богу. Это непосредственно воспринимается интуитивно разумом, но для того, чтобы быть полезным, о нем нужно размышлять. И это с помощью языка. Знание бытия и экзистенции, конкретных, а не абстрактных, и их взаимоотношений необходимо как начало философии. Джаберти в некотором смысле является платоником. Он отождествляет религию с цивилизацией и в своем трактате о морали и гражданском поведении итальянцев приходит к выводу, что церковь является осью, вокруг которой вращается благополучие человеческой жизни. В своих более поздних работах он, как полагают некоторые, менял свои позиции под влиянием событий. Его первая работа, написанная, когда ему было 37 лет, имела личную причину для своего существования. Джаберти приступил к работе над теорией современного естествознания, которая стала его первой публикацией. После этого в быстрой последовательности последовали философские трактаты. За теорией последовало трехтомное издание «Введение в изучение философии». В этой работе он излагает причины, по которым ему понадобился новый метод и новая терминология. Здесь он излагает доктрину о том, что религия является прямым
прямым выражением идеи в этой жизни и составляет единое целое с истинной цивилизацией в истории. Цивилизация – это обусловленная посредованная тенденция к совершенству, для которой религия является окончательным завершением. Если она осуществляется, это конец второго цикла, выраженного второй формулой – конец искупительных существований. Позже последовали эссе, не публиковавшиеся до 1846 года, на более легкие и популярные темы. Некоторые из философских течений и идеологий в Италии конца XIX и XX веков включали анархизм, коммунизм, социализм, футуризм, фашизм, идеализм и христианскую демократию. В Италии развивались как футуризм, так и фашизм. С 1920-х по 1940-е годы итальянский фашизм был официальной философией и идеологией итальянского правительства. Джованни Джентили был одним из величайших итальянских философов-идеалистов и в то же время фашистов XX века, который активно поддерживал Бенито Муссолини. Джентили оставался фашистом даже после перемирия с союзниками в 1943 году и последовал за Муссолини. В конце концов, он был убит в 1944 году партизанами итальянского сопротивления. В его мышлении и карьере произошло множество изменений, которые определили его философию. Открытие актуального идеализма в его работе «Теория чистого действия», политическая поддержка по вторжению в Ливию и вступлению Италии в Первую мировую войну, спор с Бенедетто Кроче об исторической неизбежности фашизма. Его роль в качестве министра образования, его вера в то, что фашизм можно подчинить идеям. Бенедетто Кроче, один из величайших итальянских философов-идеалистов XX века, написал, что на Джентили лежит честь быть самым строгим неогегельянцем за всю историю западной философии и позор, что он был официальным философом фашизма в Италии. Между тем, анархизм, коммунизм и социализм, хотя и зародились не в Италии, получили значительное распространение в Италии в начале XX века, когда в стране появилось множество значимых фигур анархистской, социалистической и коммунистической мысли. Итальянскому врачу и педагогу Марии Монтессори приписывают создание философии образования, которая в настоящее время практикуется во всем мире. Метод Монтессори – это система образования для детей, которая направлена на развитие естественных интересов и видов деятельности, а не на использование формальных методов обучения. Упор делается на практическое обучение и развитие практических навыков. В методе Монтессори подчеркивается независимость. В основе лежит философия, вытекающая из теории раскрытия. Она препятствует некоторым традиционным показателям успеваемости, таким как оценки и тесты. Монтессори разработал свои теории в начале XX века путем научных экспериментов со своими учениками. С тех пор этот метод используется во многих частях мира, как государственных, так и в частных школах.